Друзья, всем привет! Сегодня посмотрим первый итог того, как месяц назад мы поместили наши с вами орхидеи после пересадки вот в такие вот темные кашпо. Мы это сделали для одного нашего проекта, который родился после того, как несколько месяцев назад вот эту вот орхидею Fuller's Sunset я поместил в темное кашпо, вот в это вот, и после некоторого времени нахождения этой орхидеи в темном кашпо она начала наращивать вот такие вот корни. Поливал я эту орхидею методом замачивания и мокрых пяточек, когда, замачивая на 10-20 минут в воде на 2/3 высоты вот этого горшочка, я эту орхидею оставлял в темном кашпо с водою на дне, вот где-то примерно на палец. И вот спустя несколько месяцев у нас стала появляться вот такая вот картина. Между прочим, хочу сказать, что в течение многих лет я неоднократно наблюдал картину, когда орхидеи, находясь на полках, тянули свои корни не к источнику света, а в темные закоулки, в темные места. И вот после вот этой вот орхидеи, когда она нарастила вот такое количество корней, мы вместе с вами на нашем канале провели, точнее не провели, а начали эксперимент по вот подобному наращиванию корней. Для чего пересадили 4 орхидеи, которые вот они на заднем плане, мы сейчас их посмотрим, сделали их пересадочку. Буквально это было у нас 8-9 сентября этого года. И на следующий день, 10 сентября, мы их поместили вот в такие непрозрачные кашпо. Значит, что хочу сказать. На комментарий одной из зрительниц, которая заметила, что эти орхидеи не находились в темноте, и это говорит о том, что они вот такие зелененькие, и, значит, у них происходил фотосинтез, и они становились зелеными, а значит, на них попадал свет. Значит, что хочу сказать. Для тех, кто очень часто пересаживает орхидеи, очень часто, и, значит, доставая орхидеи из горшков, и под основанием орхидеи находится такой, ну, практически всегда, находится такой спрессованный кокосово-торфяной горшочек. И даже вот его разламывая в кромешной тьме, мы практически не обнаружим прям белых корней. Они желтые, бледно-зеленые, но практически никогда они не бывают белые. Это происходит потому, что внутри орхидея, внутри себя, она имеет свойство перемещать питательные вещества, да и вообще все вещества внутри себя. Поэтому мы не увидим корни орхидеи белыми, если даже вот вообще мы замотаем эти корни вот так вот, погрузим в темноту. То есть все равно они будут, ну, каким-то там цветом бледно-зеленым, желтым, но очень-очень-очень редко. Вот на своей памяти я не знаю, даже не за сотни, а, наверное, за 20 лет тысячи пересадок, может быть, единичные случаи были там, где корни были, знаете, такого, ну, может быть, если и не белого цвета, может быть, вот такого вот, но все равно они имели некий такой желто-зеленый оттенок. Я уж не говорю про корни, которые вообще вот в горшках находятся, вот с таким вот широким верхом, они все равно будут зеленоватые, либо бледно-зеленые. Но не об этом суть, а о том,
что есть такое наблюдение, не только мое, но и многих орхоманов, которые давно и долго увлекаются орхидеями, что корни в темных горшках у орхидей, фаленопсисов, вот таких красавцев, растут более, скажем так, веселее, более бодрее и более массовее. И вот мы на примере вот этих вот 4 орхидеях решили сделать, значит, проект такой на нашем канале, где после пересадки вот этих вот нескольких орхидей 4 мы их поместили в темные непрозрачные горшки. Вы можете посмотреть. Я специально оставил окошко на заднем плане, чтобы можно было видеть, просвечиваются ли эти горшки. Ну, они практически не просвечиваются. То есть вот здесь вот такая вот внутри, скажем, ну, не стопроцентная, может быть, темнота, но сумрак. И вот спустя месяц после пересадки и помещения этих орхидей вот в эти вот горшки мы одновременно это сделали. Это 2 орхидеи радуги и 2 орхидеи спаркса. Посадка у них абсолютно одинаковая. Мы сегодня посмотрим результат. Уход за ними тоже одинаковый. Единственное, что вот отличаются у них 2 орхидеи радуги в одного цвета горшках и 2 орхидеи спаркса в другого цвета горшках. Ну, потому что и размер разный, это единственное отличие. А вот грунт, уход, полив, полностью освещение, все у этих орхидей одинаково. И вот сегодня, спустя месяц, можем уже посмотреть, какие у нас результаты. Ну вот по одной начнем смотреть, что у них тут происходит. Вот это у нас первая радуга. Спустя месяц, друзья, у нас полезли вот такие бледно-зеленые корешочки. Вот их очень даже заметно. Посмотрите. Вот такая вот красота. Проклевываются и начинают заполонять вот этот горшок. Значит, напоминаю, посадка у нас здесь это кора, смешанная с кокосовыми чипсами. Почему именно такой грунт? Ну, во-первых, потому что это, наверное, я уже рассказывал, один из легких грунтов для полива орхидей. То есть, кто помнит, мы в сентябре поливали эти орхидеи. Было видео у нас на канале, где я показывал такой эффект легкого ухода за орхидеями, когда там в емкость набирал воды и просто вот брал орхидею, окунал ее, буквально несколько секунд держал, подымал, и она полностью как бы успевала впитывать воду за счет кокосовых чипсов, находящихся в этом грунте. То есть очень такой, знаете, удобный уход, сокращающий время на полив за орхидеями. Ну и плюс сам по себе грунт, кора и кокосовые чипсы, он такой воздушный, аэрируемый грунт. Ну, в общем, результат вот спустя месяц мы наблюдаем. Скажу более того, что буквально как только просохнет, вот здесь, кстати, видите, поливал я их последний раз 3 октября. Сегодня у нас, что у нас сегодня, 12, по-моему, да, октября. Последний раз я 3 октября поливал. Вот маленькие горшочки, они, видите, быстрее успели ну, еще не просохнуть, еще видно, что темный грунт внутри, но поливать еще рано. Хотя, возможно, я их быстрее, и в этих маленьких горшочках пересаженных, вот эти орхидеи, быстрее мы дойдем до очередного полива, чем орхидеи, находящиеся в больших горшках. Так, ну давайте второй посмотрим. Вторую красотку. Здесь у нас уже радуга у нас выдает уже и вот здесь сверху воздушный корешок. И посмотрите, какая прелесть. Мы их, кстати, пересаживали чуть раньше, чем спарксы. Мы сперва пересадили радуги, а спарксы следующими были у нас в пересадке. Вот такая вот у нас, смотрите, красота нарисовывается. Тоже еще немножко влажноватый горшок. Поливать все равно еще рано. Где-то, наверное, через
ну, наверное, 2-3 дня, может быть, даже 4 дня, где-то через 4 дня будем поливать эти орхидеи. Но вернусь к анонсу о том, что мы эти орхидеи с вами будем все 4, точнее все 5, потому что это тоже у нас Fuller's Sunset, ярко-желтая такая орхидея, тоже примет участие в нашем эксперименте. Эксперимент будет у нас... Это для канала эксперимент. В жизни я уже это делал, а на канале еще не снимал на эту тему видео с теми удобрениями, которыми мы будем подкармливать. Подкармливать будем по графику и поэтапно. То есть это будут разные удобрения, но они будут у нас доступные. Эти удобрения не специальные для орхидей, а общего применения. То есть их можно найти в любых магазинах для садоводов и огородников. Так, это у нас вторая была орхидея радуга. Так, теперь перейдем к спарксам. Спарксы у нас вот в побольше горшках. Почему? Потому что у них были такие корневая была помассивнее. Так, здесь у нас, видите, один листочек желтит орхидеи, но отсушивать после пересадки это, друзья, в принципе, нормальное явление, когда, если какой-то листик нижний, он либо с кончика, либо целиком начинает желтить. Главное, чтобы не желтил от основания, где крепится, где начинает расти. Потому что если от основания, значит, есть проблемы с гниениями. А если от кончика, либо целиком, то это нормально. Орхидея просто адаптируется и забирает оттуда питательные вещества. Вот, и направляет на рост самих листьев, рост корней. Ну, насчет корней давайте посмотрим, что у нас со спарксами, как у нас обстоит дела. Значит, здесь у нас еще влага присутствует, друзья, здесь еще вода. То есть горшок у нас дольше просыхал, но это за счет того, что в этих горшках объем побольше и вода с палец высотой дольше испаряется. То есть такой своеобразный метод мокрых пяточек, когда мы оставляем воду немножко в горшке на дне, он долго дает возможность не возвращаться к поливу, к орхидеям. Вот такие вот листья. Я специально ракурс такой выбрал, чтобы было видно, что листья здоровые. Значит, по корням, что мы видим, друзья? По корням есть у нас корни начали движение. Видно, что где-то они начали рост. Но за счет того, что горшок большой, пока что мы не можем особо наблюдать за тем, как там внутри, возможно, идет рост корней. Ну, от основания пока ничего не видим. В общем, друзья, ждем появления корней. Вот. Давайте вторую посмотрим орхидею, как она вторая себя чувствует. Так, от основания у нас, что у нас тут растет, не растет, посмотрим. Так, теперь внутрь залезем. Что у нас тут внутри? Хо-хо-хо-хо-хо. Друзья, а внутри у нас красота. Значит, если с той орхидеей у нас пока какие-то не особо заметная динамика, вот, то есть орхидея еще адаптируется, вот, то вот с этой орхидеей у нас тут за месяц прям шикарные результаты. Это уже корни наросли, видите, они прям вросли в рельеф горшка. Посмотрите, какая красота. Какая красота. То есть этой орхидее все понравилось. Она пошла в рост. А вот и видно, смотрите. Ровно как и две первых наших орхидеи радуги. Посмотрите, какая прелесть. То есть спустя месяц можно сказать, что орхидеи полностью адаптировались, пошли в рост. И самое время по подсушке орхидей, как они подсохнут. То есть сейчас рано еще поливать, по крайней мере, вот эти две орхидеи. Но, в принципе, через 3-4 дня вон те две маленьких орхидеи мы уже можем с вами снять видео и
подкормить эти орхидеи, подкормить особым, ну не особым, скажем так, а специальным удобрением для того, чтобы орхидеи начали расти еще больше, улучшить им рост корней и подтолкнуть их на быстрейшее цветение. То есть вот таким мы удобрением подкормим, друзья. И, в общем, будем в этом плейлисте, который называется «Орхидеи в темных горшках», будем видео с этими орхидеями и с подкормкой выкладывать, чтобы можно было не только следить за тем, как орхидеи себя чувствуют вот в таких непрозрачных кашпо, вот, но и следить, как действуют на них те или иные удобрения, которыми мы будем применять на этих орхидеях. Да, кто-то еще раз может сказать, кто первое видео не видел, что в чем смысл называть проект, что орхидеи в темных горшках, раз вы не в горшки посадили, да, а поставили просто в темное кашпо. Ну, смысл в том, что если бы мы посадили в горшки их, да, в темный, то у нас не было бы возможности вот доставать и делать обзоры. Поэтому с ними в любом случае, с орхидеями, происходило бы все то же самое. И если бы мы посадили вот в такие горшки, да, с темной, с дренажными внизу отверстиями, все то же самое, что вот сейчас происходит с этими орхидеями, но единственное, мы не смогли бы просто наблюдать за процессом и что там у нас внутри происходит. Поэтому и принял решение посадить орхидеи в такие непрозрачные кашпо с возможностью доставать и смотреть и снимать видео. Но это все равно они у нас как бы находятся в темных вот таких вот в темных горшках. И вот такой вот у нас результат. В общем, друзья, первое у нас такое месяц спустя промежуточное видео о том, как у нас выглядят корешочки в темных горшках, у нас появилось. Теперь можно уже какие-то делать предварительные выводы о том, как чувствуют себя орхидеи в темных кашпо и как бы они чувствовали себя, если бы их пересадили в темные непрозрачные горшки. Тем более, что вопросы очень часто такие бывают, люди задают. И с таким посылом, что если у фаленопсисов корни принимают участие в фотосинтезе, в процессе фотосинтеза, да, то их вроде как и нельзя сажать в темные горшки. Ну вот на примере этих орхидей мы как бы смотрим и делаем выводы. Тем более, что я думаю, что большинство из вас встречали в магазинах орхидеи, именно фаленопсисы, именно в магазинах цветущие из голландских теплиц, в черных горшках, в непрозрачных. Тем более сейчас все чаще и чаще вы можете видеть, продают орхидеи в праздничной такой оберточной картонке, когда горшок полностью закрыт не просвечивающейся упаковкой, картонной такой вот цветной, цветастой упаковкой. Все чаще и чаще. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, мирного неба над головой. И встретимся с этими орхидеями уже на подкормке. Всем, друзья, пока-пока.